Что ж, друзья, мы все хотим яхту побольше и побыстрее. А вы знаете, что некоторые производители выбирают побольше, делают яхты потолще. Другие производят просто гоночные яхты, они побыстрее, но очень маленькие внутри. А сегодня я вам покажу яхту, над корпусом которой очень долго работали конструкторы, дизайнеры, проводили исследования. Ну, наверное, для круизника больше ни окр на эту лодку потрачено не было, да, по сравнению с другими. Они старались сделать лодку как можно быстрее, то есть чтобы она была более узкая по ватерлинии и в то же время давала вам побольше простора внутри, и использовали каждое пространство. Представляю Dufour 44, ребята. Давайте его посмотрим, потому что это бестселлер. Погнали! По традиции начинаем мы с кормы. Да, у нас других вариантов здесь нету на этой выставке. Я напомню, что мы сейчас на бот Дюссельдорф, самой крупнейшей выставке в павильонах. Мы смотрим сейчас Dufour 44. Начинаем мы с кормы, и здесь у нас платформа. Мы видим, что ее сделали немножко меньше, чем на предыдущих лодках. Но это связано с тем, что народ очень сильно тут прыгал на ней. Но в целом ее достаточно. Ее достаточно 2-3 человека разместить. Ну вот, у нас здесь есть трапик, очень толковый. Смотрите, он у нас с такими вот подъемными рожками, надежными, да, и он складной полностью трапик. И теперь, в отличие от Dufour 430, ступеньки с двух сторон. То есть у нас проходы с двух сторон. Опять же, место, которое мне нравится, это для спас-плота, либо для тузика. Мы таких лодок уже продали 2 штуки, и каждый раз вопрос, где, что и как разместить. Очень классная и нужная, полезная штука. Поднимемся наверх. Так, друзья, здесь мы имеем покрытие натуральным тиком. Боже, как он прекрасен, когда новый. Просто вот обаяние свежего дерева. Вот когда в павильоне мы стоим, блин, класс, просто класс. Вы здесь знаете, что находится. Да, это типичный девайс Дюфоров. Здесь у нас находится великолепный гриль от Эна. Чугунный, классный, с бортиком. Мне нравится, да, моечка. И здесь, друзья мои, по сути, один из главных камбузов, потому что уже по опыту использования вот этого барбекю я могу сказать, что яхтсмены используют его по полной. Здесь мы располагаем такой экранчик из нержавейки, бывает, да, чтобы тепло экранировал. Как я сказал, у нас 2 прохода. Теперь, в отличие от 430-го Дюфора, мы имеем ступеньки здесь, ступеньки там. И у нас здесь есть рундучки. Давайте заглянем в этот рундучок. И здесь у нас... Здесь у нас место для газового баллона. Я думаю, что 15-литровый войдет сюда баллон. Вот. И мы имеем здесь главный пост управления. Опять же, ручка газа на этом месте. У меня первая лодка была Dufour 365 17 лет назад. Вот как она была там, так она и осталась. Что ж, иногда нужно блюсти традиции. Посту управления, друзья мои, вообще нету никаких вопросов. С того года Dufour начал устанавливать BNG вместо Raymarine. Хорошая, классная техника. Кроме того, у нас есть подрулька. Сейчас на Dufour вы можете заказать как секторную выдвижную подрульку, так и туннельную. Ну, тут, конечно, клавиша управления, такой джойстик ни разу не маленький, удобный. Я считаю, это классно, потому что когда ты здесь в состоянии аффекта на швартовке, тебе искать кнопочки, вот как было раньше, ну, как-то не с-под руки. А вот этой клавишей вполне и отлично возможно управлять, друзья мои. Здесь есть хват, тоже нужная и полезная вещь. По поводу ручки управления, в принципе,
Сейчас ставят Янмар, и к нему мы можем сделать электронную ручку управления здесь и, в принципе, там. Даже вот так мы можем зафигачить, вот, от Интерпаруса. Здесь у нас, друзья мои, отдельный пульт управления автопилотом. Толковая вещь. Автопилот, ну, это самая главная штука, самые главные кнопки, которые вы чаще всего нажимаете. Сори, папа, сейчас все на автопилоте. Да, мой отец был бы не совсем доволен, сказал бы, что это не настоящий яхтинг, вот эти ваши автопилоты, это все от лукавого, понимаешь. Вот, но що маємо, то маємо. К пульту никаких претензий нету. Есть вопросы к расположению индикатора оборотов. Ну, как бы заглядывать не совсем удобно. Опять же, можно было бы их расположить где-то бы вот здесь. Вот. Но в итоге у нас сейчас все это разрастется. Вопросы к цвету и лакировке. Да? Черная лаковая поверхность, конечно, снимает отпечатки пальцев лучше всякого криминалиста. Вот. И, соответственно, блин, за этим надо убирать. И штурвал поменять нужно на пластиковый или карбоновый. Во-первых, меньше спиц, соответственно, доступ будет легче. Во-вторых, он легче будет. И в-третьих, это будет красиво. Беленький или черненький, оранжевенький, опять же. Жовтенький и блакитный можно зробити. Тут желтый, там блакитный. Вот как я придумал. Тут у нас, ребятки, банка есть, которая вот так вот закрывается. И здесь можно положить подушки. В принципе, если вы не такой толстый, как я, или ваша девушка достаточно изящная, тут можно ей как бы загорать. Вот эта черная неказистая штука, это кронштейн для хранения подвесного мотора. Большой бензиновый мотор я так себе представляю, как сюда можно взгромоздить. А электрический вполне возможно, вот достаточно легко, и он не будет занимать весь пространство. Вы об него не будете биться головой, потому что этот пульт управления у вас самый главный. Да, здесь мотор, находится ручка газа. Вот как-то здесь ее можно управлять. Ой, сколько лебедок здесь они наставили. Ой, какие молодцы. 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 Так, и пост управления на левом борту. Да, кстати, друзья мои, вот проход. Это достаточно удобно. Здесь ступенечка складывается. И кроме этого у нас есть здесь доступ. Доступ в технический отсек, который сейчас используется как рундук. Любой технический отсек, либо рундук, он на вес золота на однокорпуснике. И здесь он достаточно емкий, да, у него есть два входа. Опля! Вот так и так. Здесь можно расположить дизель-генератор, опреснитель. Можно просто всякой фигни накидать, как это сейчас вот сделали. Доступы у нас есть еще с кормовых кают сюда. То есть на пятерочку. Здесь вы видите, что ватерлиния наша, вот здесь она как раз поднята и сходится. Вот. То есть насколько он такой выгнутый, это нам показывает, как работали наши дизайнеры над корпусом этой модели. Зачетка по техническому отсеку-рундуку. Зачетка. Что ж, друзья, левый борт, пост управления идентичен. Единственное, что в управлении двигателем находится там. Здесь у нас тоже 9-дюймовый BNG, Zeus 3S, мощная штука. Кстати, сейчас BNG будет делать новые модели. Приглашаю поменять старые на новые. И у нас здесь пластимо, Олимпик стоит, компас. Нужная штука, когда отключат GPS. И мы видим, ребятки, вот здесь у нас лебедки находятся. Ну, отсюда прям с поста, наверное, дотянуться будет тяжело. Но, ребята, смотрите, что мы здесь имеем. Мы имеем удлинитель нашего диванчика. Класс! Все хотят на однокорпуснике лечь и протянуть ноги. И здесь вполне это возможно. Так, мой рост вы уже все знаете. И я здесь. Друзья мои, тут 2-метровая детина расположится. Отлично. Все благодаря вот этому удлинителю, вот этому пуфику, да. А под пуфиком, ребятки, у нас тоже нужная и полезная штучка. Это рундучок для наших шкотов, для наших веревочек. Очень нужная вещь, потому что когда они разбросаны, но очень стрёмно тут
находиться и оперировать с парусами. Вот, имеем лебедки Лювмар здесь и здесь. Но с этого года Дюфор будет переходить на Харкин. Ну, Харкин, да, понадежнее, получше. Вот, я не думаю, что они будут ставить самые топовые модели, но Харкин, да, хорошая, добротная фирма, многие ее уважают. Вот, поэтому вот эта часть, опять же, пятерочка, просто пятерочка, потому что в этом виде это служит как ступенька, да, это тоже важно. Это тоже важно, вот смотрите, да, бегать сюда и туда, да, у нас здесь получается отличный, хороший проход. Но если хочется лечь, сесть, то мы ставим вот этот пуфик, который, опять же, у нас может быть здесь в рундуке хранится. Оп. Вот. И мы получаем отличное сиденье. Здесь можно как-то даже сидеть. Вот. Класс. Стол типично дюфоровский. Что стало лучше? Толщина шпона. Я уже говорил, да, в каких-то видео, что толщина шпона стала больше. И, соответственно, стол стал качественнее, потому что нам приходилось иногда этот шпон менять. Вот. Вот такой у нас столик. Сейчас я вам даже... Круто, да? Хороший стол у нас здесь. Он сделан из стратификата. Ну, в общем, штука, которая переживет яхту и переживет апокалипсис. Интересно вот эта штука, на которой можно нацепить кучу всяких нужных вещей. То есть здесь можно расположить большой карт-плоттер, если он вам нужен, поддержку для бинокля, подбутыльник, все что угодно. Вот эту плоскость тюнинговая команда Интерпарус может затюнинговать. Что мы в столе имеем? Здесь у нас просто маленький, класс, маленький рундучок такой под ключики. А здесь у нас холодильничек. Нужная полезная штука, потому что когда-то мы это делали сами для наших клиентов, потому что был запрос. Дюфор подсматривает за нашими инновациями, которые мы впровадживаем в рамках бренда Гарна, да, по тюнингу. Вот, кто не видел, посмотрите наше видео, как мы тюнингуем яхты. И вот холодильник теперь появился с верфи. И ручка. Мы ставили вот эти ручки добротные, надежные. Все, Дюфор теперь делает это самостоятельно. Они слямзили все от нас. Что еще верфь с нас содрала? Это динамики. Смотрите, более надежные динамики стали ставить. Более толковая сетка. Она гладкая, да, и из хорошего, красивого пластика. Что ж, давайте в целом оценим сейчас кокпит и ломанемся в салон. Там очень много интересного, друзья мои. Не переключайтесь. Так, друзья, на комментсах у нас две лебедки, это опции. Управление достаточно продуманное. Вот эти лебедки у нас используются для рифлайнов, да, рифы брать, и подъем парусов для фалов. То есть это у нас фаловые лебедки. Их надо делать электрическими. Здесь они у нас ручные, но я рекомендую сделать их электрическими. Это важно. Кроме того, как вы увидите потом в салоне, Дюфор очень много уделяет внимания, ребята, освещению натуральному, да. У нас здесь световое окно, здесь лючок для проветривания. Еще вот здесь можно сделать лючки, их здесь нету, но их можно тут сделать. Мы делаем для наших клиентов еще дополнительные лючки, которые откидываются и дают нам приток свежего воздуха. Стол не занимает в сложенном месте место для прохода, то есть здесь можно проходить вот так вот туда-сюда. Вот толково и добротно это все сделано. Вот что еще мне нравится. Вот, ребят, смотрите. Вот здесь мы видим вот такие полозья для того, чтобы, когда вы складываете ваш спрей-худ, его можно полностью затентовать, прижать. Он выглядит красиво, не трепыхается. Очень классная, легкая, удобная штучка, продуманная, да, очень толково. И, соответственно, вы, когда идете и не хотите излишней затентованности, вы его сложили, здесь зачехлили, очень аккуратненько и красивенько. Вот. Палубу вы видите, она вся усыпана люками, иллюминаторами, потому что мы хотим иметь много света.
Но просто так, если мы наделаем дырок в корпусе, мы нарушим нашу жесткость. А у Дюфора корпуса достаточно жесткие. У них вклеивается такой антикорпус. Я сейчас на верфи Дюфор провожу экскурсию для новых клиентов. И вот хочу показать тот антикорпус, про который я часто говорю. Антимолд он называется, контрмолд по-французски. Вот эта деталь обеспечивает жесткость корпусу. Она достаточно такая высокотехнологичная. Вот, и благодаря методу инфузии корпус становится легким, но более жестким. Вот. И это у нас сейчас 44-й Дюфор. И кроме этого, крепление корпуса к палубе тоже очень продуманное. Несколько идет вот таких вот, скажем, заворотов, да. В итоге это дает дополнительную жесткость нам, друзья мои. И в целом корпуса всегда продумываются. У Дюфора жесткость нам дает крепость корпуса, дополнительные иллюминаторы, люки и хорошую управляемость парусами. То есть мы можем набивать. Ну, у меня было, да, скажем, на одной яхте, когда мы набили паруса, и у нас двери открылись такие, хлоп, и не закрываются. Ну, вот такое встречается. Здесь таких залетов нету, а в целом достаточно крепенькие корпуса, как для масс-маркета. Да, я не говорю, что это там идеальная лодка по качеству. Идеальных нету лодок, ребят. Даже вот топовые все эти Халберги, Амели имеют все вопросы, когда их сдаешь. Но за свои деньги действительно отличная, качественная лодка получается. И вот на этом месте, что бы я еще хотел, ребята, показать, да, две важные штуки. Опять же, рундучок для веревок, для фалов, рифовых лайнов. Здесь имеются вот такие щели специально. Полезная и толковая штука. Кроме этого, в нем есть шпигаты и водичка, которая вот у нас скапливается, сходит, она уходит через шпигаты за борт. И что мне вообще понравилось, это наш брандер-щит. Красота. Можно здесь его на проветривание будет оставлять, либо просто вот быстренько его можно закрыть. Слушайте, постоянно с брандер-щитом возня, куда его положить, где, что с ним сделать. Здесь он двухсекционный, прячется вот здесь внизу. На других лодках это уже давно было сделано. За счет вот такого расположения мы ушли от дверец, проход стал лучше, здесь нам ничего не мешает, то есть полностью оставляем широкий проход, вот таким образом. Кокпит действительно хорошо и добротно сделан. Вот, есть какие-то нюансы, которые можно было бы чуть-чуть, вот карманы для ручек лебедок мне не нравятся, они низко находятся, они будут биться, я бы чуть повыше их расположил, да, электролебедку здесь поставить. В целом кокпит зачетный. Идем пробежимся по палубе сейчас и посмотрим, что там интересного у нас есть. Здесь у нас палуба не покрыта, опять же, ни тиком, ни пробкой. Я вам рекомендую, да, лодка сразу по-другому выглядит, если ее покрыть пробкой или искусственным тиком, вот, и она выглядит дольше, звукоизоляция есть, уход за ней лучше. Смотрите, друзья, как красивенько получается катамаран, когда полностью покрыт пробочкой. Видите, и мы сделали более широкие полоски. Вот, сейчас только ушли наши ребята. Ну, вид, конечно, шикарный, просто шикарный. Так, обращаю внимание, калитки. Это опциональная штука, но их надо заказывать. Особенно для уже такой большой лодки, как 44-я. Вот, кроме этого, поручень. Ну, не знаю, насколько им будет удобно пользоваться, да. Черного цвета сейчас мода такая, вот на поручни черного цвета делают. Ну, опять же, уже если бы здесь было черное, то да, и здесь должно быть черное. Вот, едем дальше. Здесь у нас полускрытая проводка. Здесь она выходит и заходит, пошла себе на мачту, да. Гикошкот German System, с обоих сторон он заходит. И смотрите, здесь у нас погоны Генуи. И также погон автоматического стакселя. То есть на этой лодке мы уже такое делали. Можно использовать либо Геную, либо автоматический стаксель. Проводка идет сразу с верфи. И вы можете снять один, поставить другой парус, в зависимости от вашего стиля хождения, от предстоящего перехода. Вот.
Здесь большое хорошее место. Вот опять же, я бы здесь покрыл пробкой, чтобы здесь можно было лежать удобненько, валяться. Большое количество люков, большое количество иллюминаторов. Это как бы возбуждает, и мне это очень нравится. Вот. Фордек. Сразу вы видите, что у нас отсюда исчез доступ в цепной ящик. Теперь наш брашпиль открытый стоит. Хорошо это или плохо, но дизайнеры боролись за дополнительное пространство здесь на фордеке. Это правильно, я их считаю, потому что в цепном ящике верхняя часть самого ящика никогда не используется. А так мы ее используем под рундук. И брашпиль, если бы он стоял как раньше вот здесь, да, об него могли бы вы бить ноги, могли бы травмироваться. Так он унесен полностью практически вот в нос. И, ну, он не мешает, да? Хорошо, это нормально. Здесь, друзья мои, находится у нас рундук. Блин, просто огромный, как для однокорпусника, ребята. И здесь также есть доступ, как вы видите, к цепному ящику, да? Лючок, где вы можете залезть, поправить цепь, если это нужно. Ступенька здесь есть. И еще под низом есть рундучок. То есть такой двойной рундучок с хорошим люком, с хорошим доступом. Очень важная и полезная штука на однокорпусниках. Вот такой рундук просто очень-очень важен. Но опять же, если мы сделаем просто толстый нос, то эта яхта не поедет. Здесь, как вы видите, обводы вот такие вот, скажем, да, женские. И это сделано для того, чтобы лодка хорошо шла, особенно попутными ветрами и в полветра. Что ж, погнали в салон, там очень много интересного. Поехали. Так, мы в салончике. Вы видите, у нас здесь светлое дерево, это беленый дуб, это натуральный шпон, ребята, это не ламинат, опять же, как некоторые конкурентные верфи делают. Это, ребята, беленый дуб. Это опциональная отделка идет, она более прочная, и она расширяет пространство. Мой первый дюфор был красного классического цвета, синие, эти самые синие подушки диванов, и, ну, немножко это, ребятки, напрягало, как в подводной лодке сидишь. Вот, поэтому беленый дуб очень хорошая штука, она расширяет пространство, для однокорпусников это вообще важно. На чем бы я хотел обратить ваше внимание, вот такая... Здесь идет пластина, да, незаметный такой швеллер, и он из натурального железа, друзья мои. Вы посмотрите, вот это решение действительно кардинально решает вопрос со скрипом ступенек, с их надломом и с их выворачиванием. То есть, друзья, они здесь просто такие, блин, уже все железные, по-железному установлены в прямом смысле. Тут мы имеем наш движочек. Пока это Volvo, но уже с этого года идут Янмары. У меня здесь внизу нужная и полезная вещь, такая как винный погреб. Насколько? На 9 бутылок. Вот. Самое холодное место, видимо. Эта версия у нас 4-каютная, да? Здесь у нас 2 каюты, 2 кормовые. И, в принципе, я достаточно так вот... хорошо здесь располагаюсь. По высоте нету вообще никаких проблем. У меня лючок сверху, иллюминатор. И еще один можно сделать вот здесь. Дополнительный. И бортовой очень большой красивый иллюминатор, ребятки. Вот обратите внимание. 2 санузла. Опять же, я понимаю, что это чартерная лодка. Чартерная, потому что 4 каюты, да. И санузлы здесь, вы видите, вот они такие симметричные. Симметричные санузлы, да, абсолютно симметричные санузлы. Но вот именно этот может быть просто душевой. Кроме этого, он может быть кабинетом. И кроме этого, мы можем ее превратить в кладовку, установить стиралку, то есть в такую хозяйственную комнату. Это от Интерпаруса вам такой вот бонус может быть от нас. То есть мы полностью заказываем без всего этого. И располагаем полки, стиральную машину, вот, вешалки
И получаем отличную кладовку, которая в однокорпуснике должна быть. А вот так вот, друзья, выглядит офисный модуль. Верфь это сделала по требованию клиентов, айтишников из США в основном. Такая опция очень востребована. То есть здесь вы можете нормально разместить монитор, камеру установить, принтер, вот, разместить все свои документы, если нужно. Можно делать вот такой открытый, можно делать закрытый. Так, и камбус у нас гигантский. Даже для 44-й лодки вы должны понимать, что здесь широкий корпус, при том, что по ватерлине он узкий. Вот эта ширина здесь использована максимально, насколько возможно. Вот сделан такой выступ. Есть противоречивые вопросы по поводу вот этого выступа, но что он нам дает? Ну, во-первых, здесь холодильник с входом так и с входом, да, вот здесь. Это большой, хороший, гигантский холодильник с удобными двумя доступами, и вы можете пользоваться достаточно удобно за счет вот этих двух загрузок. Поэтому его главное назначение, да, обеспечить объем холодильнику. Второе – это дополнительная рабочая поверхность у нас. В-третьих, вот об этот выступ можно, собственно говоря, как бы и упереться. Когда тебя качает, можно вот увереннее себя чувствовать. Поверхность у нас покрыта искусственным камнем, достаточно такой добротный. Цвет мне нравится, такой ленивый цвет, потому что на Fontaine Pajot белого цвета. И это дело, ребята, такое, конечно, марка. Здесь цвет отличный, хорошо подобранный, бортики такие классные, добротные. Это все здоровски. Кроме того, в кухне у нас встроен щиток 12-вольтовый. Они теперь применяют мониторчик от Simarin. Это словенская компания. Вот, и делают такие добротные мониторчики. Они с матовым покрытием. То есть достаточно хорошо все читается. Отзывы об этих мониторах только хорошие. То есть они добротные достаточно. Но вернемся к камбузу. Мы видим здесь вот такое решение. Да, то есть полочку здесь утопили, я считаю, правильно, чтобы там пар, горячий воздух не портил наши шкафы. Вот, и сделали вот с подсветкой. Это здоровски. Двухкомфорочная плита с духовкой. Все на карданчике. Она здесь. И, ребят, очень толково. У нас вот здесь есть рабочая поверхность между мойкой и печкой. Это офигеть классно. Вот сейчас я закрою, да. И вот это все можно использовать. Более того, одну ванночку можно оставить закрытой, пользоваться только этой. И у нас здесь появляется человеческая рабочая поверхность. Выдвижные шухлядки у нас вот тут находятся, там где и они должны быть. То есть кухня, камбус, да, максимально приближен к таким квартирным человеческим условиям. Поэтому для вашей яхтсменки, для вашего старпома здесь будет достаточно все привычно. И опять же, по-дюфоровски используется абсолютно все пространство. Вот здесь у нас есть закуток. И вот эти все вот такие места, где можно расположить дополнительную утварь. Но это важно, особенно на однокорпуснике. То есть использование каждого пространства – это ДНК от Дюфор. И они с этим отлично справляются. Иллюминаторы у нас здесь закрываются. Вот дают естественное освещение. У нас здесь есть лючок, который тоже должен работать на вытягивание. Вот эти части мне очень-очень как бы нравятся и очень хорошо они заходят. Мы иногда меняем вот эти белые фасады на какой-нибудь там палисандр, эбеновое дерево, на орех. Тогда мы поднимаем статус, скажем, интерьера, да, вот не по кругу мы их полностью меняем. Это есть такое, но это уже такие вот тонкие нюансы, ребята. А так, камбус зачетный. Это наша обеденная зона. И что у нас? У нас здесь стол с электроприводом, ребятки. Он поднимается у нас, опускается. Здесь можно сделать вот лежбище такое, да, у нас здесь тоже может быть кровать. В целом зона достаточно толковая.
С той и с той стороны у нас шкафчики, да, выдвижные для всяких мелочей. Все это очень продумано. Вот такая ловушка у нас для всяких мелочей. Вот здесь бы я покрыл бы кожей внутри. Было бы очень прикольненько, красивенько. Вот эти элементы, они дают как бы такую домашненность. Выглядит это все очень классно. Как я сказал, вот эти белые элементы можно сделать, мы можем от Интерпаруса, да, вам сделать их из натурального шпона, какого-нибудь такого богатого. Вот. И в итоге весь дизайн заиграет другими красками. Мы уже такое делали вот на 430-м дюфоре. Вот так это выглядело. Ну, классно получилось. Отдельный вопрос по тканям. Вот эти ткани выглядят как мешковина, но реально они какие-то супер экологичные, потому что их делают из переработанных бутылок. Вроде бы они должны быть надежные. В принципе, у нас сейчас все клиенты меняют на Алькантару, на более такие приятные, качественные и более такого уровня высокого ткани. По-другому сразу интерьер смотрится. То есть он и так отлично выглядит, но если мы добавляем вот определенные эти элементы, меняем ткань, интерьер просто выстреливает. Он становится топчиком, просто топ of the top. Вот. Напишите, как вам вот этот шестиугольный столик. Я сначала настороженно к нему относился, но в принципе мне нравится. В целом интерьер получился свежим, вот классным таким. Он не противоречит каким-то яхтенным устоям, как некоторые говорят. Действительно, интерьер жилой, в нем можно жить. В то же время он с учетом сделан однокорпусных движений, да. Даже вот эти пуфики, они очень-очень легкие, они пристегиваются туда. То есть они не создают какой-то травмоопасности. У нас здесь чартерная версия, поэтому шикарная, огромная носовая мастер-каюта. Она разделена у нас на две каюты. Вот такой перегородкой. Стоит заметить, что нам представители верфи сказали, что эту перегородку можно убрать в течение 15 минут, и вы получите просто вот такое огромное лежбище объединенное. Имеем то, что имеем, и у нас здесь 4-каютная версия, и в каждой, ребята, есть санузел. Вот давайте покажу вам. Вот такая, скажем, полуторная кровать для небольших людей. Вот. И здесь у нас санузел. Здесь у нас санузел. И вот в каюте по левому борту мы имеем то же самое. И здесь у нас санузел. Да, и точно такая же симметричная кровать. Вот такая вот может быть мастер-каюта в 44-м дюфоре, ребята. И оцените ее размер. Блин, он впечатляет. Действительно, она очень огромная, очень светлая. Кровать где-то 1,80 м на 2 по крайним точкам. С каждой стороны можно зайти. Вот посмотрите, вот здесь, да, у нас есть ступеньки. Вот, и большое количество света здесь натурального. Вот мы даже прикрыли здесь. Вот посмотрите, у нас световые люки. Потом 2 люка на проветривание. Вот, они с сеточками. И 2 таких вот бортовых иллюминатора. В полный рост вы можете здесь стоять. Вот, и большое количество здесь мебели, шкафчиков. Вот подсветочек. И, соответственно, здесь можно себя очень хорошо чувствовать. Очень важно то, что здесь нормальные санузлы. Женщины себя очень хорошо здесь чувствуют. И посмотрите, здесь отдельно душ. По правому борту у нас вот такой душ. Размер очень хороший, да. Вот. Посмотрите, здесь действительно можно так нормально себя чувствовать. Достаточно уверенно. В полный рост. Вот. И по левому борту у нас здесь находится туалет. Он тоже имеет душ, да, но в основном это туалет и умывальник. Вот так его можно использовать. Нормального он размера. Мы внизу иногда вот застилаем покрытие корковое, либо синтетический тик, чтобы было поуютнее, меньше скользило. Конечно, мы бы тут добавили ковриков, алькантары,
чтобы каютка так статуснее стала выглядеть. Но уже действительно каюта, ну, классная. Что ж, друзья, и вот так мы можем оценить борт, о котором я вам говорил, да, на которое Dufour потратил очень много денег, усилий, времени на разработку. Здесь вы видите, что вот тут каждая линия, кроме дизайна, итальянского дизайна, несет также нагрузку для жесткости. Крепеж, вот эта часть вот так вот сделана, да, это тоже недешево, но соединение корпуса с палубой нам дает жесткость. И оно исключает вообще попадание воды вовнутрь. И мы видим, что корпус сверху вот он широкий. И на ватерлинии резко вот все уходит вниз. То есть ватерлиния у нас достаточно узкая. В итоге лодка может отлично ходить под парусами, полными ветрами, в пол ветра. Вы видели только что салон, кокпит, платформа. То есть все атрибуты хорошей круизной яхты, при том, что корпус действительно сделан для того, чтобы лодка ходила. Мы на данный момент имеем, наверное, самую универсальную яхту, после которой, ну, уже, наверное, есть смысл переходить на что-то очень большое, до 50 футов. В итоге эта лодка в плане приспособленности к жизни, ну, очень просторная. Здесь можно поставить, кстати, электроверсию. Для любителей, если хотите электромотор, да, на этой яхте это можно поставить. Я пока не особо советую. В целом лодка получилась действительно отличная. Мы можем для вас предоставить какие-то доработки, какой-то тюнинг. И если она вам понравилась, звоните, пишите. С вами был Саша Горан, команда Интерпарус. И до встречи в морях.